Мне непонятно, зачем косплеить Дамиана. Ее когда слушаешь, кажется, что, да боже, когда она уже закончится. Он подтвердил, что песня на 95% вероятности написана с помощью искусственного интеллекта. Эту песню обвинили в плагиате. Ну, надоел, ну хватит нас уже этим кормить, господи. Я не верю, что третий год подряд может победить песня с этим трендом. Всем привет, друзья! Я Данил Жилянин, но вы, получается, на моем YouTube-канале «Пропеть». И сегодня мы продолжаем с вами обсуждать участников Евровидения 2026. Сегодня речь уже пойдет об участниках второго полуфинала. Сегодня мы обсудим, кто является моим главным фаворитом в этом Евросезоне, кто притащил на конкурс откровенный плагиат, кто при написании своей песни для Евровидения прибегнул к использованию нейросетей, а кто продолжает просто использовать избитые, уже надоевшие евровизийные тренды. Если вы не видели первую часть этого ролика, обсуждения участников первого полуфинала, я оставлю ссылочку, переходите, посмотрите, советую соблюдать эту хронологию. Сначала посмотреть участников первого полуфинала, а потом приходить сюда и слушать все, что я вам расскажу об участниках второго полуфинала. У нас в этом году много интересных заявок. Спасибо вам огромное за поддержку первой части этого ролика, за ваши комментарии, за ваши лайки. Мне это все, конечно же, очень приятно. Надеюсь, что эта часть тоже заслужит вашего внимания. По традиции, прежде чем мы начнем, попрошу вас поставить сюда лайк, написать комментарий, подписаться на мой канал, если вы этого не сделали, подписаться на мой телеграм-канал. Там я чаще рассказываю о музыке, о себе, о своей жизни, всегда нахожусь на связи. Также напоминаю, что теперь вы можете подписаться на мой Boosty канал, на котором есть реакции на все 35 песен Евровидения 2026 этого года. Переходите, там много всего интересного. Я часто говорю на Boosty одно, здесь говорю другое, поэтому помимо того, что вот увидеть какую-то разную мою точку зрения, у вас будет возможность лишний раз засрать меня в комментариях и сказать, что я переобуваюсь. Поэтому, я надеюсь, вы этого делать не будете. Первой во втором полуфинале выступит участница от Болгарии Дара с песней «Бангаранга». В Болгарии еще до Евровидения ее продвигали на какие-то зарубежные площадки. Она работала с продюсерами Зейна, Рианны, Кайли Миноуг. То есть такая уже популярная достаточно девочка у себя на родине. Но даже несмотря на это, после победы в отборе ее начали засирать, говорить, что она недостойна представлять страну на Евровидении, и вообще она недостаточно талантлива. И также были подозрения в том, что во время отбора за нее пытались там накрутить голоса откуда-то из-за рубежа. Интересно, что ее курировал и написал трек один из авторов Димитрис Кантопулос, который у нас является другом Филиппа Киркорова. А он и его команда Dream Team, которая называется, частенько любит за своих участников вкидывать голоса. Это не подтвержденная информация, если что. Не надо на меня накидываться, но такие слухи имеются и тенденции из года в год. Она, конечно, этому всему расстроилась, сказала, да я вообще не буду участвовать в Евровидении, но потом что-то образумилась, как-то пришла в себя и сказала, что она всем докажет, что она достойна этого. Многие, кстати, интересуются, не понимают, что значит слово «бангаранга». Я вам сейчас объясню. С ямайского диалекта это слово переводится как «смута» или «волнение». И в целом вся эта песня, она связана с таким обрядом, в котором мужчины, а именно кукеры, надевали такие интересные какие-то яркие наряды, совершали какие-то обрядовые танцы. Это болгарская традиционная обрядовая штука. И отгоняли злых духов, привлекали плодородие, все хорошее, деньги и здоровье. И вот, собственно, я так понимаю, в клипе вот этот чукча, который там возле нее трется, это, собственно, и есть этот кукер. Это все, конечно, весело и круто, что вот у нас есть какая-то традиция, культура, но песня до жути надоедливая. Во-первых, у нее многочастная структура. Одна часть, другая часть, потом третья какая-то ямка такая с замедлением. Из-за этого создается ощущение, что песня очень долгая, невероятно. Прям ее, когда слушаешь, кажется, что, да боже, когда она уже закончится. И вот это повторяющееся постоянно слово «бангаранга», «бангаранга», оно, конечно, заедает и цепляет, но бесит
одновременно с этим. Многие называют эту заявку одной из самых бесявых во всем Евросезоне. Я, когда снимал реакцию на эту песню, мне показалось, что, прикольная, на первый взгляд, но надоела она, правда, очень быстро. Я ее добавил, потом через несколько дней удалил из своего плейлиста, поэтому сейчас моя оценка будет не такая, как в реакциях. Сейчас поставлю 6. В целом это неплохо для Евровидения, но вряд ли она займет там что-то выше 15 места. Но весело, хорошо, она откроет полуфинал, всех заест и взбесит. Во втором полуфинале выступит участница от Азербайджана, певица Жива с песней Just Go. Просто иди, просто уходи. Ее зовут Джамиля Гашимова. Она, кстати, родилась в Москве. Сразу после того, как ее заявку представили, ее начали подозревать в том, что ее трек написан с помощью нейросетей. Прогоняли ее фанаты Евровидения через нейродетектор, и он подтвердил, что песня на 95% вероятности написано с помощью искусственного интеллекта. Эти слухи не зря поползли. Все дело в том, что один из авторов этой песни уже раньше в своих работах прибегал к использованию нейросетей, и поэтому вот здесь тоже подумали, что он мог воспользоваться ими, потому что сама песня дико нафталиновая, дико простая с точки зрения текста, с точки зрения мелодии и аранжировки. Она такая синтезированная, какая-то скучная. Не знаю, там вообще не чему зацепиться. Она абсолютно проходная. Я когда слушал, у меня создалось впечатление, что вот я где-то в кабаке, сидит женщина на барном стуле, поет о неразделенной любви, вот это «Go, I na 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 anymore». Сам клип напоминает, как будто вот пара съездила на отдых, засняла там свое путешествие и выложила видосик в соцсети. Азербайджан, кажется, вообще не хочет ничего хорошего занимать на Евровидении и не займет. Я думаю, в финал она не пройдет на фоне всех остальных заявок. Эта песня очень сильно теряется, не запоминается, и, собственно, поэтому она вторая. После Бангаранги все будут отдыхать, переводить дыхание. Я от себя поставлю только 2 балла. Азербайджан слабо, очень слабо. Третьей выступит участница от Румынии Александра Капитанеску с песней «Choke me», «Задуши меня». В отборе румынском, кстати, принимал участие Андрей ВРС, который в 2022 году представлял Румынию на Евровидении с песней «Олами БББ». Не удалось ему победить. Победила Александра и сразу же попала в скандал из-за текста своего трека, потому что она там поет «Задуши меня, я хочу перестать дышать» и так далее. Многие сказали, что она романтизирует опасную сексуальную практику удушья. Конечно, она начала сразу оправдываться, что вы не понимаете, это я имела в виду, что вот типа ты задыхаешься от собственных чувств, не можешь дышать, борешься там внутри с самим собой. Это трек такой new metal, dark metal, но он не перебарщивает в плане рока. Она достаточно попсовая, припев попсовый, вокал у нее экстремальный, это звучит очень круто, то есть вот на грани, но обычному зрителю будет понятно, это очень хорошо. Мне очень нравится ее вокальная составляющая, как она поет, она в лайве звучит бесподобно, у нее очень крутое расщепление, такая прям подгрузка клевая. Она справляется со всем, что у нее там в песне заявлено. Единственная придирка у меня к вокалу — это в студийке у нее есть в припеве такой кульминационный момент, где она идет по восходящей. Он достаточно сложный, но в студийке она его поет экстрим-вокалом. А в лайве она туда идет в оперной манере. Немножко это примазывание вот этим к трендам надоевшим оперным. Не сильно это плохо, но мне не нравится. Мне все-таки хочется, чтобы она на Евровидении выдала мощи. Надеюсь, она на самом конкурсе покажет этот момент, как он есть в студийке, или хотя бы приближенный. Я понимаю, что он сложный, но уж если ты заявила, то будь добра, полезай в кузов рок-вокала своего прекрасного. У меня к этой заявке вообще нет особо никаких претензий. Она мне очень нравится. Это, наверное, главный мой фаворит этого года. Она так крута в этой своей эстетике. Вот эту вот всю черноту она круто преподает. Какие там танцы у нее интересные. Она мне напомнила Беатриче от Албании,
как будто она решила стать готкой, не сдержалась. В общем, крутая песня, крутая исполнительница, крутой вокал, энергетика, все супер. Я в реакциях поставил, по-моему, 10 или 8 баллов, сейчас поставлю целых 12, потому что эта заявка прям мой главный фаворит этого года. Не знаю, она вряд ли, наверное, победит, но, надеюсь, она займет там, место 5-е, 7-е хотя бы. 4-й будет участница от Люксембурга Ева Мария с песней Mother Nature, мать природа. Один из авторов, кстати, этого трека написал песню для Эмили де Форест. «Only Teardrops», помните, в 2013 году победила на Евровидении. И, если честно, это чувствуется. Потому что у этой заявки, я говорил еще в прошлом обзоре, что в этом году достаточно много песен на Евровидении, от которых веет старым Евровидением. И вот она одна из них. Какой-то вот, я не знаю, в чем это выражается. Не скажу, что она нафталиновая какая-то, но что-то чувствуется такое вот из прошлого. И это приятно, это клево. Мне это очень нравится. Но что мне не нравится? Эту песню обвинили в плагиате на песню певицы Birdie «Keeping Your Head Up». Я когда первый раз услышал эту песню Mother Nature, я прям не мог отделаться от мысли, что я слышу Birdie. Но провели там проверку по каким-то критериям, сказали, что нет, не признали ее плагиатом, не стали дисквалифицировать, но разборки вроде как были. Не знаю, как они это определяют, по каким параметрам они все это смотрят. Мне кажется, здесь прям, неприкрытое вдохновение. Очень сильно пахнет Birdie. Помимо музыкальной составляющей, многие увидели как будто бы вдохновение украинскими артистами, их заявками последних лет на Евровидении, как в визуальной составляющей, в номере, и в поведении на сцене, и в образе. Но для меня это не удивительно, потому что люксембургский отбор уже который год его организовывают ребята из Украины, украинская команда. И, может быть, как-то вот этот украинский след здесь поэтому и прослеживается. Ну, да, есть у нее там какое-то дерево на сцене, на котором она лежит, или цветок, что это, который немножко напоминает дерево Джамала с Евровидения 2016, но прям сильно в глаза это не бросается. Наверное, мне просто сильнее бросился плагиат на Birdie, поэтому я этого особо не заметил. В остальном песня милая, приятная, впечатление от нее очень доброе остается. Она, правда, вот сама девушка тоже, она такая одухотворенная на сцене стоит и, правда, не вызывает никаких негативных эмоций. Единственное, да, сложно слушать эту заявку, не думая о Birdie, как я уже 15 раз сказал, но это все же лучше, чем то, что делал до этого Люксембург на Евровидении. Мне кажется, это неплохая заявка для конкурса. Я от себя поставлю 5 баллов. В финал, думаю, она может выйти. 5-м на сцену второго полуфинала выйдет участник от Чехии Даниэл Жишка. Мой тезка, я его называю, с песней Crossroads, перекрестки. У него в музыке такое смешение эмбиента, инди-попа, и основная ставка на вокальную составляющую, на то, как он, вот, собственно, поет, и так прям это все творчески, музыкально звучит. Он вообще такой не такуси, говорит, я здесь ради музыки, ради искусства, и чтобы показать свой вокальный талант. Это прям жесткий такой жюри-бейтинг на баллы. Песня сама по себе безумно не запоминающаяся. Она такая витиеватая, неуловимая, уху вообще не за что зацепиться. Я, чтобы хоть что-то для себя понять и поймать в этой песне, переслушивал ее несколько раз, потому что с первого раза я, правда, ничего не запомнил, кроме crossroads, вот этого тянущегося слова. Поет-то он хорошо и неплохо, но ему нужно замечательно и прекрасно спеть на Евровидении, чтобы его ставка сыграла, потому что он больше здесь ни на что не ставит. Клип красивый, у Чехии они всегда красивые, но вот номера у Чехии часто подводят, поэтому не знаю, как будет здесь, поглядим, но вот то, что эта песня не цепляет с первого раза и не запоминается, это плохо, потому что у участника Евровидения есть только один шанс зрителю Евровидения показать свой трек из себя и запомниться как-то, чтобы за него проголосовали. А здесь с первого раза, правда, не особо что-то понимается. Это как будто такие немножко распевания, напевы. Напевает что-то, вот там стоит, шепчет поначалу, так вкрадчиво. Поет он там что-то про потерянность, тревожность. Все у нас нынче тревожные. Понимаю, время такое, не осуждаю. Я от себя поставлю только 4 балла за хороший вокал. 6-й у нас на сцену выйдет страна-автофиналистка. Она выступает без номера, но под
6-я по счету будет идти. Франция. Певица Монро с песней «Регарде». Посмотри. Очень молодая девочка, ей 17 лет, и я сейчас чихну. Спасибо. Очень молодая девочка, ей всего лишь 17 лет, и она придерживается такого ортодоксального веяния в своем творчестве, выступает в церквях с самого детства и до сих пор это делает, и каким-то образом ее вот занесло на Евровидение. Это классическая певица, оперная, не поп-певица, и это очень сильно слышно в ее исполнении. Здесь у нас что? Вокальные тренды Евровидения, которые уже надоели, если честно. Когда я ее обозревал на реакциях, я как-то сдержанно так высказался, но сейчас мне хочется прям пройтись немножко по этой заявке более жестко. Это вот опять это заигрывание оперное с жюри. Да, показывает она свой оперный вокал, протяжные эти ноты, в куплетах вообще не слышится поп-вокала. Это прям все так звучит, немножко в классической манере. Не цепляет меня это абсолютно. Ну, надоело, ну, хватит нас уже этим кормить, господи, мы уже наелись. И я не верю. Если вот Франция хочет победить, это видно, Франция очень хочет победить, еще в прошлом году это было видно, в этом году еще сильнее, они такие, давайте-ка мы по трендам, вот пройдемся, всем нравится опера, давайте засунем оперу. Я не верю, что 3-й год подряд может победить песня с этим трендом. Ладно, еще в том году, я не знаю, как это произошло, Джей Джей победил, но у него песня хотя бы чуть-чуть отличалась от песни Немо по стилистике, но здесь это же, ну, прям уже не смешно даже, правда. Ни в какие ворота не лезет. Когда еще парни пытаются что-то там классическим вокалом оперным покорить своими высокими нотами, вот этими тоненькими, на тоненьком смыкании, это еще куда ни шло, вызывает какой-то вау-эффект, но у меня не особо. А здесь еще и девушка. Для девушки это не такая сложная вокализация. Вот этот вот округленный звук, высокий, тонкий, без какой-то мощи вообще, я не знаю. Энергетика у нее нулевая, она прям такие пустые детские глазки, потому что ей всего лишь 17 лет, и это видно. Она не подает этот материал, никак не проникается им. У Джей Джея в том году это было, у нее еще сильнее. Вот она прям просто поет ноты, и все, показывает свой вокал. Если хотя бы есть какой-то контраст вот эстрадного вокала плюс оперного, еще можно вот этот кроссовер как-то оценить. Здесь этого нет. Это вот оперная певица решила попеть кусочки с эстрадой. Я, правда, надеюсь, что эта заявка не доберется до первого места. Букмекеры там пророчат что-то, 3-е, 2-е, 1-е, вот так периодически место. Но я надеюсь, что который год подряд это не прокатит. Ну, это правда несерьезно. Я не люблю это, когда вот все одно и то же каждый год. И если она победит, это будет очень неинтересно, мне кажется. Простите, фанаты Франции, я знаю, что такие есть, кому нравится эта заявка, но я вот абсолютно ей не проникся. Я когда услышал, увидел, думаю, опять 25, опять это вот уже заевшая пластинка. Когда я смотрел реакцию, я больше полагался вот просто на материал, сейчас я полагаюсь исключительно на свои ощущения. За это время после реакции она мне... Вот у меня такие эмоции какие-то на ее счет появились. Я ей поставлю сейчас только 4 балла за качественный вокал, да, качественное какое-то произведение искусства, но не массового потребления, вот правда. В чем интерес-то? У нас 2026 год. Ну, какая опера? Ну, сколько уже можно? Я не приверженец этих всех консервативных подходов, стилей в творчестве. Мне это, правда, не нравится. Я все-таки смотрю Евровидение, чтобы там увидеть что-то современное, новое, потому что Евровидение проходит каждый год. А это что у нас? Современная музыка такая. 7-м по счету, да, я напоминаю, по счету, не под номером 7, выйдет на сцену участник от Армении Симон или Саймон с песней «Палома Румба», «Голубиная румба». Он пробовал свои силы в отборе прошлого года, и не удалось ему победить. По жюри он победил, но зрители его не выбрали. И в этом году его решили без отбора отправить, все-таки дать ему шанс поучаствовать в Евровидении. Так сильно, видимо, в него жюрейская команда армянского отбора верит. Одним из авторов трека, кстати, написала текст к нему, является Роза Лин, которая в 2022 году представляла Армению и потом в дальнейшем
стала со своей песней «Snap» очень популярной во всем мире. Один из таких парадоксов главных Евровидения всего. Сама песня про выгорание, что-то желание сбежать от рутинной жизни. Там в клипе это передается, там офис, танцы в офисе. Он танцор, это видно. Основная ставка на танцы, массовость какая-то в клипе присутствует. На сцене как это будет проявляться, непонятно, потому что больше 6 человек на сцену пригласить нельзя, поэтому вряд ли эта ставка сыграет. Он поет не особо, там нет вокальности практически, в основном речитатив, выкрикивание «Rock this! Hey, hey!». Вот этот какой-то балаган, он веселый, заряжающий, но мне не особо приходится по вкусу, к сожалению. От песни к концу уже начинает болеть голова, потому что вот эта аранжировка ту-ду-ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду, однотипная достаточно, вызывает вот это вот ощущение зацикленности, а я это не очень люблю. Вы могли это слышать по предыдущим похожим по стилистике заявкам. Я от себя поставлю только 3 балла. Я люблю другие армянские заявки. Простите, Армения. Вы можете делать классные вещи, народные, прикольные. Здесь я этого, увы, не увидел. Поэтому второй год подряд как-то сдержанные ощущения у меня по отношению к заявкам от Армении. Увы, финал, наверное, пройдет. Займет, может, что-то во второй десятке. 8-й по счету у нас будет участница от Швейцарии Вероника Фусаро с песней «Alice». Алиса. Никто на всем русскоязычном ютубе евровизийном не удосужился вам рассказать нормально, о чем эта песня. Придумывали какую-то фигню, вот просто по словам текста прошлись, сделали выводы и заявили. Сейчас я вам все расскажу, объясню. Вы именно за этим сюда и пришли, я знаю. Эта песня, она посвящена девушке Алисе, и здесь она поется от лица абьюзера и задевает тему такого психологического насилия, давления, когда девушка лишается права голоса и в целом лишается своей идентичности, личности, принижается и подвержена психологическому какому-то насилию со стороны своего партнера. Раскрываются темы контроля, манипуляции, подавления и так далее. И Вероника надеется, что она этой песней сможет задеть вот эту тему какой-то объективирования и лишения границ человека в абьюзивных отношениях. Здесь мне очень нравится такая интересная игра музыкальная, которая используется в треке. Здесь ритм 6/8, и начало песни, вот куплет, он такой вальсирующий, мягкий, аккуратный, ненавязчивый. А потом в припеве все резко меняется такими гитарными жесткими рифами, усилением напряжения, что позволяет, собственно, увидеть вот эти какие-то эмоциональные качели еще и в музыке. Это очень прикольно. Я люблю, когда такие пасхалочки и интересности используются в музыке. Трек крутой, прикольный, мне нравится, в плейлист она ко мне попала. Она и вокально классно все подает, и музыкально это звучит очень свежо и хорошо, но не в ключе Евровидения. Мне кажется, такой трек на Евровидении останется недооцененным и незамеченным. Не знаю почему, с чем это может быть связано, но такие треки, как правило, мне кажется, не заходят на конкурсе. Но сама работа хорошая. Думаю, она может не пройти в финал, к сожалению. Вот. Моему. Но интересно, какой там будет номер, как это все будет выглядеть. Я от себя поставлю 6 баллов. Надеюсь, что все-таки ее кто-нибудь дооценит, и она проберется в финал. Но, правда, ничего хорошего, мне кажется, ее не ждет. Хотя сам трек прикольный. Я не знаю, с чем это может быть связано. Но так бывает. Евровидение у нас конкурс очень непредсказуемый, со своими какими-то предпочтениями, трендами и форматами. 9-й по счету под 8-м номером, да, уточняю, выступит участница от Кипра Антигони с песней «Джалла» «Больше». Антигони — это британско-киприотская исполнительница. Она закончила Академию Brit School, в которой училась Эми Вайнхаус и Адель. Вот этот ее трек, он с таким смешением английского языка и киприотского диалекта, что интересно. На Евровидении мы редко слышим какие-то киприотские народные вещи, и мне нравится, что в этой песне они присутствуют. Во-первых, какие-то киприотские вот эти словечки, вставки, поговорки. Само слово «джалла» — это на киприотском диалекте.
И в целом музыкальная составляющая очень сильно веет местной культурой. Это клево, я это люблю, и когда это подано современно, интересно и не пережато. Но некоторые начали ее обвинять в корявости этого диалекта, неверности, неправильности то ли произношения, то ли в целом использования, что, мол, и эстетика клипа не соответствует вообще действительности киприотского народа, и репрезентация вот эта, она какая-то оскорбительная, унизительная для киприотов показалась. Меня очень позабавило, как ее сначала начали активно поддерживать за пропалестинскую позицию. Зумеры такие: вау, смотрите, она наша. А потом резко отменили за ролик с пророссийским политиком Фидиасом Панайоту. Она с ним выложила в соцсети видосик, где она танцует с ним под свою песню. Потом она, видимо, начала получать негативные комментарии, удалила. Мне кажется, у нее будет не очень стабильный вокал на конкурсе. Сама песня мне нравится, она очень зажигательная, запоминающаяся, ненавязчивая и прикольная, танцевальная, яркая. Это что-то интересное, что-то необычное, слегка местами напоминает, знаете, Нетту. Вот есть вокальные какие-то моментики, но отдаленно. Мне нравится, что есть культура, этника, какая-то вот эта составляющая. Это не просто трек, а трек с чем-то историческим, да, хоть это и не понравилось киприотам, но, тем не менее, мы какую-то идентичность видим, и это круто. Я от себя поставлю этой песне 8 баллов, я ее в плейлист добавил, слушаю, под нее прикольно танцевать, она заводит. Следующим у нас будет 10-м по счету австриец, автофиналист, участник «Космос» с песней «Tanzschein», сертификат по танцам. У него песня на немецком языке, это прикольно, потому что у нас редко бывают заявки на немецком. Еще и от Австрии. Австрия, по-моему, я вообще не помню, когда последний раз пела на немецком языке на Евровидении. Мне сначала понравился этот трек, он достаточно современный, свежий, прикольный, танцевальный и запоминающийся. Ничего неприятного от него не испытываешь. Но когда я послушал лайв, у него в лайве припев звучит достаточно сухо. Там вот есть вот эти низкие ноты, они ему тяжеловато даются. Парень молодой, мне кажется, не совсем он готов к такой большой евровизийной сцене, поэтому в припеве вот эта агрессивность и какая-то фишка вот этих вот нот низких теряется, он их не вывозит, они так шепотом звучат, но как страна-хозяйка выступить и занять там какое-нибудь 25 место, ну, это достойно будет и неплохо. Она как-то быстро мне надоела, как я и предполагал, и я от себя поставлю 5 баллов. Это неплохая заявка, неплохой трек, но не более того. 11-й по счету, под номером сколько там, 9, да, по-моему. Мне кажется, я вас путаю этими цифрами. Ну, вы меня не слушайте в этом моменте, хорошо? Выступит Латвия от Вара с песней «Jēna в тени». Вот это состояние быть в тени, как она говорит, оно может проявляться в разных моментах вашей жизни. Здесь оно для нее значит историю из ее детства, как они вместе с мамой выбирались из сложных достаточно ситуаций, из тяжелой жизненной ситуации. И она вот посвящает эту песню в том числе маме, какая она у нее героиня, и что они совсем справились. Похожие нарративы у нас в этом году есть во многих заявках, если честно, про сложный жизненный путь и благодарность мамам. Что-то вот здесь тоже есть у нас оперные моменты. Но в остальном сама песня приятная. Такие мелодические моменты, там есть переходики, которые мне понравились. Но сама она слишком трагичная, мне кажется, и местами очень сильно навеивает скуку. Она еще в темном платье, темный номер. Ну, трагичная история, вот. Но скучновато, немножко тягомотно. Хоть и местами красиво. Думаю, это будет не финальная заявка, к сожалению, для Латвии, и в финал она не пройдет. Я от себя поставлю только 4 балла. Следующим у нас выступит участник от Дании Сёрен Торпегорд Лунд. Сложное имя. Название еще сложнее. For we go home. Прежде чем мы поедем домой.
В отборе участвовала снова в этом году Сисаль, которая в том году представляла Данию. Не удалось ей победить, 3-е место заняла. Сюрен ее обошел. Сюрен? Сюрен или Сюрен? Сюрен, давайте будем называть. Сурен. Пытались его отменить, представляете, потому что он выложил сторис в соцсетях своих, где стоял ноутбук с наклейками израильскими, и начали ему накидывать за это, но он оправдался, сказал, что это и ноутбук не мой, и я вообще не заметил, и извините, простите, как-то это мимо все пробежало, вроде не сильно сказалось на его репутации. Тема песни — токсичная страсть, клуб, такая вот грязная немножко энергетика, тусовка грязная в клубе, и все это на сцене происходит. Собственно, там такой аквариум стоит, в котором он ходит, залазит в него. Мне немножко номер показался схожим с моментами, схожим с номером прошлогодним от Киприота, но это несчастливая заявка. Так что осторожно, Сурен. Датский язык, на котором он исполняет эту песню, это хорошо и прикольно. Редкий язык, который можно услышать на Евровидении. Дэнс-поп. Интересная заявка. Я ее долго для себя расслушал. Я сначала вообще не понимал, что от него все так фанатеют. Он там сейчас на 2-м месте, по-моему, по букмекерам. И фанатов у него очень много. Для меня вообще не была понятна эта заявка. Сложная форма, разные части. И плохо запоминается, и непонятно, где припев. Но это клево, энергично и ярко, танцы там бешеные, вокал у него крутой, но имейте в виду, что в датских заявках с отбора всегда есть жуткий постпродакшн. На вечеринках он пел не совсем стабильно, многие моменты, вот эти высокие, звучали немножко неровно, надо ему на Евровидении поднажать, потому что ставка на вокал делается достаточно сильно в его треке. Сам трек очень современный, клубный, танцевальный, наверное, поэтому он всем и зашел. Но я сначала, правда, не понял. Сейчас более-менее как-то проникаюсь, она запоминала, мне уже запомнилась более-менее, иногда переслушиваю ее. Мне кажется, он может, да, войти в топ-5, но не мой прям фаворит, если честно. Я поставлю от себя 7 баллов за яркий номер, за классные танцы, хороший вокал, несмотря на эту всю динамику, но главное, чтобы этот вокал оставался хорошим и стабильным на самом конкурсе. 7 баллов. Следующая у нас выступит участница от Австралии Дельта Гудрем с песней «Eclipse. Затмение». Она еще с нулевых покоряет сцену вообще музыкальную. И в Австралии она является одной из самых успешных артисток. Актриса, она певица, ей 41 год. Она уже 8 лет сидит среди судей на австралийском «Голосе», а ее альбом «Innocent Eyes», который она выпустила в нулевых, является одним из самых успешных альбомов за всю историю австралийской музыки. И многие ее треки на Spotify имеют больше 20 миллионов прослушиваний. Короче, матерая тетя приехала, потому что Австралия уже несколько лет не выходила в финал Евровидения. Вот она, видимо, решила помочь своей стране. Она, кстати, бывшая девушка Ника Джонаса. Она с ним встречалась когда-то. И еще интересно из ее истории, что в 18 лет она пережила рак, и после курса химиотерапии она училась заново говорить и петь. И вот как птица Феникс возродилась и сейчас снова покоряет сцену. Одним из авторов ее трека является автор песен Николь Шерзингер из Pussycat Dolls, Селин Дион, Барбара Стрейзенд. Сама она, кстати, тоже писала песни для Селин Дион, то есть она еще и как автор выступает в своем треке. Мне очень понравилась идея песни, что вот Eclipse здесь воспринимается с точки зрения в отношениях, когда вы оба настолько совпадаете, что вот у вас происходит, она собственно, поет в припеве «When we eclipse», когда мы, вот, собственно, совпадем, да, друг с другом. Это очень интересно. Внимание, уважаемые бустяне! Сейчас будет тотальное переобувание. Все, что вы слышали у меня на бусте касаемо этой песни, забудьте, стираем. Сейчас будет признание чистосердечное. Да, я переобуваюсь. Я на бусте говорил, что эта песня клиширована и очень сильно напоминает очень много треков, но сейчас я готов поменять свое мнение. Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Вот ты мне говорила совсем другое в глаза, а на камеру говоришь другое. Потому что со временем мне эта песня очень сильно стала нравиться. Да, это клишированная баллада. Да, я согласен с этим, что она похожа и на Ларин, и на многие старые треки с Евровидения. Это тоже один из тех треков, который напоминает старые заявки Евровидения, но
мне эта песня очень нравится. Вы знаете, я люблю баллады, их в этом году очень мало. Она очень яркая, очень мощная, вокально это все очень круто. И вот это вот, как ее дама-то зовут, господи, Дельта. Она очень круто поет, раздает вокально просто невероятно. Надеюсь, она на Евровидении тоже с этим материалом всем справится, потому что на вечеринках она пела шикарно, несмотря на херовые отстройки звука. Единственное, есть там какой-то пиано-проигрыш. Он странно звучит, не знаю, как они это будут обыгрывать на сцене. Что он там будет реально на пианино играть? Ну, посмотрим. Надеюсь, главное не брейкдэнс. Пожалуйста, только не брейкдэнс, а то я уже все. Мне плохо будет. Я люблю вокальные баллады, мне она очень нравится. Я думаю, она может очень хорошее место занять, я надеюсь на это. Это одна из моих фавориток этого года. Я от себя поставлю ей целых 10 баллов. Желаю ей успеха. Надеюсь, будет красивый, интересный номер. Следующая участница от Украины Лелека с песней «Рідним», «Родным». Были слухи о том, что ее выбрали представлять Украину еще до результатов отбора. Потому что еще до того, как она победила в отборе, она вроде как разослала всем приглашения участникам отбора на автопати, но потом она его резко удалила. Все начали такие, типа, в смысле, она зовет на автопати, хотя она еще не знает, победила она или нет. Потом там, по-моему, еще то ли Джамала, то ли Руслана топила за нее очень сильно, говорила, голосуйте. Мне кажется, это немножко предвзято, если ты сидишь в жюри и за какого-то участника призываешь активно голосовать. Еще мне кажется странным, что она победила в отборе, потому что помимо нее участвовали Моно Кейт, это девушка-солистка Go Away группы, которая участвовала в Евровидении от Украины, по-моему, в каком 23-м году или в 21-м. Также участвовала Джерри Хейл, которая в 24-м году участвовала с Аленой Аленой. То есть вот такие любимчики еврофанов принимали участие, но Лелека их каким-то образом обошла. Хотя песня у нее достаточно неприметная, если честно. Второй год подряд меня не цепляют украинские заявки. Скучновато как-то это. Тоже немножко напоминает старые заявки Евровидения, но не цепляет меня абсолютно. Да, она такая приятная, как облачко, тебя обволакивает, такая колыбельная, но вот эти, опять-таки, резкие, тревожные вставки непонятные, и камера там у нее дрыгалась на выступлении. Они меня не цепляют, если честно. И были сложности с вокалом там на отборе. У нее есть скачки такие в припеве. Посмотрим, как она с ними справится на самом конкурсе. Украинцы тоже были не совсем, если что, довольны выбором Лелеки в качестве представителя на Евровидении, потому что она долгое время проживает в Европе с 2014 года, по-моему. И вот что это она будет Украину представлять. Но посмотрим. Я думаю, она пройдет в финал, потому что это участница от Украины. Простите меня, кто со мной не согласен, может быть, но я считаю, что от Украины сейчас, вот если даже табуретка поедет, она все равно пройдет в финал и займет чужое место в финале Евровидения какой-нибудь классной, интересной заявки. Потому что, это правда скучновато. Как и в прошлом году, и в этом году это тоже плохо. 4 балла я от себя поставлю, участница от Украины. Дальше у нас выступит автофиналист от Британии Look Mom No Computer с песней Eins, zwei, drei. Раз, два, три она переводится. Внезапно название британской заявки не на английском. Это очень интересный участник, мне он очень нравится, как минимум своим каким-то необычным творчеством. Он достаточно популярный ютубер, и он вообще занимается тем, что создает из подручных материалов музыкальные инструменты, какие-то синтезаторы, и в своей музыке он, Look Mom No Computer, не использует синтезированных звуков. Все, что мы слышим, я так понимаю, и в евровизийной заявке его, он сделал своими руками. Все свои музыкальные инструменты для своих треков он тоже делает своими руками. У него есть какие-то такие синтезированные машины, которые он сам собирает, и на них он создает музыку. Это прикольно и интересно, необычно. Британия пытается зацепить в этом году вот так, но что-то как-то он не особо всем заходит. Мне кажется, причина в том, что на сцене Евровидения ему никто не даст вживую подключить его эти машины, а если он ее выкатит, на эти кнопки понажимает, никто не поймет, что происходит, и потеряется его главная фишка.
вот этого самостоятельного создания музыки и звуков. Надеюсь, он сможет это интересно обыграть и сделать прикольный номер, потому что он реально интересный чувак, такой немножко бешеный гений. Он, кстати, даже является рекордсменом, он установил самый большой синтезатор модульный в мире, представляете? Еще он делал синтезаторы из игрушек Фёрби. Короче, какой-то вот такой гик, который сидит у себя в комнате и собирает из подручных материалов себе всякие машинки прикольные. Мне песня понравилась, как я говорил в своих реакциях. Она кажется, знаете, такой, который ты можешь услышать не только на Евровидении, а еще и на радио где-то послушать. Я ее добавил себе в плейлист. И надеюсь, у него получится как-то воссоздать на сцене вот эту интересную особенность своей музыки, и удивить зрителя, и получить не zero points Британии, пожалуйста, потому что парень, правда, интересный, и песня у него прикольная, классная. У него в клипе я заметил одну такую интересную вещь, и я видел, что я не один, кто ее заметил, как будто бы была отсылка к Маниж. Может быть, я придираюсь, может быть, мне показалось. Но он там сидел в костюме, потом его резко срывает, как и Манижа на Евровидении, и он оказывается в красном комбинезоне, как и Манижа на Евровидении, и сзади у него с желтыми буквами написано «Look, mom, no computer», как у Манижа на Евровидении было написано «Russian woman». Не знаю, может быть, это притянуто за уши с моей стороны, но как будто бы слишком явная отсылочка, не находите? Я поставлю ему от себя 10 баллов, пускай имя Сэм вновь принесет удачу Британии на Евровидении. Дальше на сцену выйдет албанский участник Алис с песней «Нан, мама». Снова у нас песня посвящена маме. Разлуке с родным домом, отчим, как вот надо уезжать, эмигрировать, я так понимаю, покидать отчий дом. И очень тревожная песня, очень такая томная, драматичная, но что-то вот в ней присутствует. Албания второй год подряд, мне кажется, хорошо себя проявляет на Евровидении, готовится неплохо. Что-то вот они там поменяли, какой-то новый вектор нашли. Есть хор, который очень эпично и помпезно звучит, но на Евровидении нельзя его будет протащить на сцену. Это будет просто записанный хор, наверное, и вот эта фишечка потеряется. Но сам трек, хоть он и очень трагичный и тяжелый, может показаться по эмоциональной составляющей, но мне понравилось. Я оценил эту заявку. Есть там интересные вокальные моменты. Ему 23 года. Представляете, 2002 года рождения, господи. Как будто бы для 2002 года рождения трек слишком серьезный, чересчур. Вроде как выйдет его мама на сцену вместе с ним на Евровидении, и это будет что-то такое давящее на слезу. Любит у нас что-то в последнее время вспоминать про родителей и мам. Это что? Это давка на жалость? Не надо, пожалуйста. Выступление у него вроде как будет не таким, как на отборе, но слава богу, потому что на отборе вообще это все сильно мрачно выглядело. Он еще весь такой в каком-то черном балахоне султана Сулеймана выступал. Тоже были подозрения у него в том, что он трек написал с помощью искусственного интеллекта, потому что там повторяются строчки какие-то в тексте. Но мне кажется, нет. Мне кажется, это уже придирки. Ну, сейчас такое время, что, знаете, с этими Суна всеми подозревать можно всех и вся. В начало немножко вокально он плоховато входит иногда, там сложный такой ход. Всегда в лайве он шероховато в нем себя ощущает. Надо отрепетировать обязательно. Я от себя поставлю 6 баллов этой заявки. Мне кажется, хорошая песня. Албания молодец. Пускай пройдет в финал. Хотя бы займет 25 место, но пройдет. Двигаемся дальше. Мальта у нас будет выступать. От нее Эйден с песней «Белла», красавица. Он вот уже не первый раз пробует свои силы на Евровидении, пытается туда пробиться. В 2015 году на детское пытался, по-моему, не прошел. В 2018 году 4 место в отборе на взрослое Евровидение занял. Был скандал с тем, что он там вроде кого-то сплагиатил. В 2022 году 2 место занял в отборе. В 2023 году опять попытался, и опять был скандал. Он там судился что-то. И вот в 2026 году добрался, наконец-таки, до Евровидения. Вначале мне немножко трек напомнил что-то из творчества группы Cigarette After the Sex. Такое вот тоже томное исполнение. Hello, my friend. Is it the end?
а потом это все прям превращается в что-то такое вальсирующее и мюзикализированное. Он сам какой-то такой странноватый немножко, не знаю. Вот это вот его Белла, Белла, не знаю. Bella, 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 bella. Что-то вот напоминает. Что-то, не знаю, может быть, какую-то Бондиану, может быть, еще что-то, какой-то саундтрек из фильмов. В остальном неплохо, но я не думаю, что эта заявка займет что-то хорошее. Я поставлю от себя 5 баллов. Не Сёлвин Кант, это все-таки, простите. Закроет второй полуфинал у нас участник от Норвегии Йонас Лов с песней «Я-я-я». Представляете, что? В норвежском отборе в этом году решил совершить свой камбэк Саша Рыбак. Он уже, по-моему, участвовал в 2018 году в Евровидении, и там тоже была скрипка, все вот это вот выглядело примерно так же, как в 2009. В полуфинале он победил, а в финале занял что-то там, по-моему, 15 или 16 место. Не зашел. В этом году опять пришел на отбор, опять со скрипкой. Что-то там, говорит, я все еще в Fairy Tail, но пытаюсь жить дальше, что-то такое. Блин, Саш, 2009 год. Я, конечно, понимаю, что ты с годами не меняешься и выглядишь так же, как... Сколько? 17 лет назад. Но надо же уже что-то менять в своем творчестве. И зрители за него голосовали, он победил по зрителям, но его удалось обойти Йонасу, и он занял первое место, а Саша занял всего лишь второе. Очень сильно расстроился. Но, мне кажется, и слава богу, потому что на Евровидении ему бы, наверное, ничего не светило, тем более это так странно, что в этом году как раз-таки очень много скрипачей. Тех, кто вдохновлялся, наверное, номером Саши Рыбака, потому что тогда его скрипка покорила всю Европу. Поэтому лучше он вот пускай в отборе второе место займет, и все. Тоже приятный такой бонус, утешительный приз, чем провалиться с треском на Евровидении, когда ты раньше был колоссальным рекордсменом-победителем. Что по Йонасу, мне непонятно, зачем косплеить Дамиана. Костюм у него как у Дамиана. Я сначала подумал, это фишка номера, что он типа косплеит Дамиана, это вот какой-то такой прикол, но вроде как нет. Зачем? Не знаю. 6 лет уже прошло с победы Дамиана на Евровидении и группы Måneskin. Вокально он очень хорош, очень стабильно, очень мощно поет. Он харизматичный и такой прямо весь энергичный, весь в своем образе. Мне это очень нравится. Но куплеты лучше, чем припев. Припев слишком просто. Вот это я-я-я-я, и все. В припеве слушать нечего особо. Энергетика супер, я думаю, он пройдет в финал, но высокого там вряд ли чего-то себе сможет поймать. Яркое закрытие полуфинала будет. Подача у него и вокал очень качественный. Я от себя поставлю 5 баллов. На этом все. Мы с вами обсудили всех участников первого и второго полуфинала Евровидения 2026. Вот такой будет в этом году конкурс. Мне кажется, очень яркий, мне кажется, очень достойный, интересный. Как вам? Кто ваши фавориты? Кто вам понравился? Кто вам не понравился? Напишите обязательно в комментариях, что вы знаете о них, что, может быть, я не сказал. Какие у меня ставки? Вот давайте по 2 полуфиналам. Кто пройдет, кто не пройдет. Итак, мои ставки по первому полуфиналу. Я думаю, мы в финале увидим Молдову, Швецию, Хорватию, Грецию, Финляндию, Израиль, Литву, очень надеюсь, Сербию. Но вот еще 2 места у нас осталось. Их, наверное, займет Польша, хотя, мне кажется, она недостойна, если честно, в этом году этого. Ну и, наверное, Грузия. Наверное, Грузия все-таки пройдет. Очень жаль Черногорию, не светит ей финал. Ну, Сан-Марино, понятно, нет, и Бельгия тоже мимо, и Португалия. Ну, если это Нудота пройдет, я охерею, честно. Ну и Эстония, это нафтал жесткий, зачем он нам там нужен? А вот во втором полуфинале картинка поинтереснее. Здесь уже посложнее как-то выбрать на самом деле 10 человек. Но мне кажется, пройдет точно Болгария, Румыния, Люксембург, Чехия, Кипр, Дания, Австралия, Украина, Норвегия и, наверное, Мальта. Но мне бы очень хотелось, чтобы все-таки Албания прошла. Ну вот Украина займет чье-то место, если честно. Армения, наверное, вряд ли пройдет. Швейцария тоже. Потому что, да, в полуфинале в этом все посложнее как-то.
интересных заявок, как я говорил, здесь как будто бы разнообразных побольше, которые должны оказаться в финале. Ну, посмотрим. В прошлом году у нас полуфиналы были очень непредсказуемые, и те, кто прошли в финал, это была какая-то жесть. Но в этом же году у нас голосуют жюри, в том числе, помимо зрителей, поэтому может быть все что угодно. Поглядим, узнаем. Я буду очень ждать ваших комментариев, ваших лайков. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти и смотрите все реакции на все треки этого года, которые я для вас подготовил. Целых 35 роликов, я очень старался. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Я, конечно, болею, и, может быть, от меня сегодня было не так много энергии, но я, правда, очень старался с вами как-то провести хорошо этот вечер и дать вам какую-то полезную, интересную информацию и рассказать свое мнение по участникам этого года. Спасибо вам огромное за просмотр. Очень вас люблю и буду ждать вас уже в обзорах самого Евровидения, первого полуфинала, второго полуфинала и финала. До встречи. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Я, кстати, еще хотел рассказать вам, что я каждый свой ролик в течение 2 лет записывал без кондиционера. Я выключал кондер, потому что у меня микрофон, да, и мне нужно было, чтобы шумы никакие лишние не попадали. Каждый ролик — это были мучения, потому что я сидел, потел, мне нечем было дышать, но другого варианта не было, потому что надо было изолировать от шума. И только недавно я узнал от своего знакомого, который мне монтирует звук, что на самом деле я мог этого не делать, потому что у меня в пресете наложена шумоизоляция, да, и пресет делает так, чтобы, короче, никакие шумы вообще не попадали в микрофон. Только мой голос. То есть он изолирует голос от посторонних шумов. Я, который 2 года сидел, прел в собственном соку, записывая ролики. Ну, хоть сейчас вот сижу под кондером. Зато теперь болею. Но я думаю, это вряд ли как-то связано. Ладно, все, уходите. Это была сцена после титров, которую, наверное, никто не посмотрит. Чао!